14-я серия начинается со сцены, в которой Рудиус Грейрат и Сильфиетта, пока еще не Грейрат, обсуждают, кого же стоит пригласить на свадебный банкет. В аниме это теплая ламповая сцена беззаботной парочки. В ранобэ же разговоры были очень даже взрослые. Они приглашали на банкет короля, рабыню, 3 принцесс 3 разных рас, одного принца, авантюристку и ЧСВшного гения. В общем, намечалась проблемная компания, которую еще и непонятно как разместить за столом, чтобы соблюсти все приличия и чтобы никто из них не обиделся. Но такой реализм, видимо, был слишком душным, поэтому все эти размышления из аниме вырезали. А также вырезали размышления о зверолюдском обычае подчинения сильному, который еще сыграет свою роль. Как вы уже поняли, это видео посвящено сравнению аниме «Реинкарнация безработного» с книжным первоисточником. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. И прежде чем начинать разбирать серию, стоит сказать об опенинге. Именно таким я хотел, чтобы сериал был в плане графики. Нормальные дизайны персонажей, плавные движения, нормальная цветокоррекция. Именно такой должна выглядеть реинкарнация. Вы сейчас скажете, но опенинги всегда лучше по графике, чем само аниме. Ты слишком много хочешь. Ну, во-первых, не всегда. Как пример, аниме Licorice Recoil, мой обзор на который вы явно не видели. Само аниме выглядит никак не хуже опенинга в плане динамики и анимации, потому что люди подошли к работе ответственно. И, во-вторых, опенинг первой части 2-го сезона выглядит значительно хуже по сравнению с этим. Как минимум из-за наличия дурацкого зашумления картинки, делающего рисовку более грязной. Движений меньше, они куда более резкие, но самое главное, толстенные грязные линии обводки персонажей. Как я уже говорил в видосе со сравнением ТВ и Blu-ray версии аниме, с этим в Blu-ray пытались бороться, и на прямых сравнениях очевидно, что тонкие аутлайны идут сериалу гораздо больше. И как раз текущий опенинг это наглядно доказывает. Также отлично выбрана основная тема опенинга – взросление Руди. Все же надо немного встряхнуть зрителей, которые уже, наверное, и забыли, что реинкарнация безработного – это жизнеописание. А жизнь бывает разной и состоит не только из приключений и героических проигрываний Орстеду, но и из мирной семейной жизни и бытовых проблем. Правда, опенинг уже спойлернул, что Зенит заточена в кристалле и что ее будут освобождать отец с сыном, но тут уже ничего не поделаешь. Кстати, песня в опенинге мне не нравится, предыдущая была лучше. Продолжаем разбор серии. А в серии Сильфи с Руди мирно идут рука об руку в магазин выбирать Серокрысову новую мантию. И тут в аниме показывают глупость. В новелле они шли бок о бок, а войдя в магазин, владелец начинает уважительно разговаривать с Фитцем, под личиной которого Ариэль часто посещала этот магазин. То есть они шли все еще сохраняя легенду о том, что Фитц мужчина. Даже Руди осекается, чуть не назвав ее по имени Сильфиетта. В аниме же такого и близко нет. Также, хоть в новелле и не описывается внешний вид, но торговец очень расхваливает каждую из мантий, которые примеряет Рудиус. Когда же он примеряет мантию из шкуры удачливой крысы, то в новелле дается справка о том, что это подвид крысы огромных размеров и что их отряд смертельный тупик. С ней однажды сражался. Когда же речь заходит о Люке, из аниме вырезан вопрос Сильфи о том, как часто Люк заходит в магазин со своими девушками. Тем самым нам дают еще раз понять, что Люк знатный бабник. Ну и да, Рудиусу, конечно же, не дали взять мантию с витрины, а сняли мерки и пошили на заказ, чего не показано в аниме. Также в аниме показали все свадебные приготовления лишь быстрым перебором кадров. В новелле же все было куда обстоятельнее. Там показаны сложности с покупкой продуктов, так чтобы они не испортились, и даже отсутствие простейшего чайного сервиза. Из-за недостатка денег Руди даже хотел сделать чашки при помощи магии земли. Попутно он вспоминает Пауло, который, женившись, бросил опасную работу авантюристом и стал получать зарплату, охраняя деревню Буэна. Заканчивается же эта сцена в новелле словами «Брак и вправду сложная штука». Как вы видите, в аниме все куда проще, а все запары Рудиуса переместили в сцену в ванной, где диалог состоит буквально из нескольких предложений. В новелле же сцена в ванной была намного длиннее. Собственно, прикол в том, что Сильфи, как обычная жительница
типа средневекового мира не знала, что такое ванна и не имела культуры мытья. Это Рудиус, как сын двух дворян, в детстве имел служанку и тазик. Блин, что я сказал-то? Ну ладно. Сильфи же была из простой крестьянской семьи. Кроме того, на банкете Ариэль упоминает, что Сильфи повезло, потому что собственной ванны нет у многих дворян Асуры. Так что примерно полглавы Рудиус прививал Сильфиете культуру принятия ванны, естественно в японском стиле. В общем, в новелле сцена в ванной куда более житейская, хоть и фансервисная. А кроме того, в ней не только Рудиус показан озабоченным. Ну и наконец в аниме показали перевозбудившегося Рудиуса слишком гипертрофированно, пусть даже и ради смеха. А затем нам показывают, как все гости уже собрались на банкет. Что уже? Если вам показалось, что сцена какая-то обрезанная, то вам не показалось. В студии Бинт решили вырезать снова половину главы. Теперь мой долг рассказать, что там было в оригинале. Но сначала стоит напомнить вам, что поддержать то, что я делаю, можно на Бусти по ссылке в описании или отсканировав QR-код на экране. Спасибо тем, кто уже подписан, а мы продолжаем. 6 глава 10 тома начинается с типичных хлопот хозяев по приему гостей. За 2 часа до назначенного времени банкета появляются Риния с Прусеной, убившие в лесу кабана в дар молодоженам. Да, такова традиция зверолюдей. Чем раньше встал гость на охоту, тем больше его уважения к хозяину. Кроме того, бесцеремонные зверолюдки проехались потому, что Руди не взглянул на них, а выбрал плоскогрудую Сильфи. Следующими прибывают Заноба с Джули. И в аниме, кстати, допущен ляп, ведь Джули находится на банкете в том же платье, что и всегда. В новелле же Руди в приглашениях специально указал, что форма одежды на банкете университетская, чтобы некоторые королевские особы не прибыли в богатых платьях, устраивая социальное неравенство. И по этому случаю Заноба купил Джули школьную форму. Кроме того, Рудиус принимает и Занобу, и последующую Ариэль, пытаясь соответствовать нормам этикета для королевских особ, но они отказываются от почестей. А еще в новелле рассказывается про 2 сопровождающих Ариэль девушек. Они дворянки среднего ранга и хорошие подруги Сильфи. Кстати, а как их зовут? Также Ариэль в новелле пришла не с пустыми руками и подарила еще одну бутылку афродизиака для Рудиуса и деревянный стержень фаллической формы для Сильфи. Это только в аниме Рудиус единственный извращенец. В новелле много раз подчеркивается, что королевский дворец Асуры то еще логово блуда, и Ариэль далеко не чистая благородная принцесса. Затем прибывают остальные гости и завязываются разговоры. Причем уровень диалогов Занобы с Ариэль разительно отличаются от диалогов Элина Лис и Нанахоши, например. После чего, как и в аниме, Рудиус толкает речь и появляется Бодигади, чье появление также сильно дольше и обстоятельнее. На самом деле в новелле банкет выглядит как банкет с началом, продолжением, окончанием, диалогами и взаимодействиями персонажей, а не кривым придатком сцены встречи Элина Лис со внучкой. Единственное, на мой взгляд, существенное улучшение в аниме получила сцена, в которой Сильфи допытывалась до Нанахоши, откуда они знакомы с Рудиусом. В новелле Сильфи прямо в лоб говорит Нанахоши: «А вы оба с Рудиусом случайно не из другого мира?» Как она пришла к такому выводу, мне лично непонятно. В аниме же такого нет, и хорошо. Сцена встречи внучки и бабушки прошла почти без изменений. И вот уже Люк с Руди устраивают дуэль. В новелле это снова было куда менее спонтанно. А еще в книге Люк говорит: «Соглашайся, если ты мужчина, ты должен понять меня». И в ответ на это Рудиус выпадает в синий экран, потому что он реально не понимает, зачем устраивать дуэль, в которой можно ненароком угробиться. Его отец на земле ничему не учил. Да и Пауло почти не принимал участие в воспитании сына. Так откуда Рудиусу понимать всю эту концепцию чести? Самое смешное, даже в манге этот момент не упустили, хотя она очень вольно обращается с первоисточником. Еще в новелле Ариэль рассказывает, что Люк имеет базовый уровень в стиле бога воды и средний в стиле бога меча. А еще его магический меч может разрезать доспехи как масло. Сапоги, как и у Сильфи, облегчают передвижение. Плащ задерживает тепло. Перчатки увеличивают силу. А под формой одежда смягчает удары меча. Вы все правильно поняли. Он целиком одет в магические предметы. В общем, начинается дуэль, и Руди побеждает за секунду. Что?
Нет, в книге дуэль тоже была скоротечной, но там хотя бы рассказывалось, почему она была такой. Для безопасности Руди даже включил свой глаз предвидения, но это было излишне. Когда Люк рванул к Руди, тот был в шоке от того, насколько Люк медленный. Точнее, он был быстр для обычного человека, но не шел ни в какое сравнение ни с Эрис, ни с Гислейн, ни уж тем более с Орстедом. Поэтому Руди обезоружил его одним из приемов стиля бога меча. И, кстати, очень советую посмотреть видео по подсказке справа сверху, в котором я рассказываю все про мечников, стили, их сильные и слабые стороны. Будете хоть знать больше о лоре безработного, а то в аниме рассказывают в час по чайной ложке. Возвращаемся к дуэли. Вся сцена дуэли нарисована просто отвратительно. Эти неправильные лица, эти кривые дизайны, эти простецкие анимации. Там и до этого были моменты явно плохого качества, но тут это перешло всякие границы. Сценарно тут тоже провал за провалом. Вырезано настолько много, что вся серия выглядит куцым обрубком чего-то цельного. Вот вам пример. Ариэль повернулась на пятках. Двое ее сопровождающих поклонились мне. Люк бросил на меня взгляд признательности, поднимая свой меч. Где? Где этот взгляд признательности? Люк зауважал главного героя. Это важная веха. Покажите мне это в аниме. А в аниме мне показывают, как он просто наклонил голову, прощаясь. И все. Проникновенная речь Ариэль про то, что она обязана либо стать королевой, либо сложить голову в борьбе за трон, тоже порублена на куски. В новелле ты даже начинаешь ее уважать. Пусть она и извращенка до мозга костей, но ты чувствуешь в ней человека, имеющего твердый характер и убеждения, которая при этом очень заботится о своих друзьях и подчиненных. В аниме же она никакая. В этой серии аниме передает набор сухих фактов, а не суть вещей, и это меня очень огорчает. И даже неплохо адаптированный разговор Руди с Клиффом сильно не исправляет ситуацию. На самом деле эта серия для меня сплошное разочарование. Я даже сценарий не желаю писать дольше, чем это необходимо. Ну и как вишенка на торте, в этой серии адаптированы 3 главы, из которых вырезана почти целая глава. Предыдущей серии соответствуют 4 главы минус половина, и цельности истории это никак не повредило. Не буду тыкать пальцем в режиссера эпизода, сценариста и аниматоров, я уже и так достаточно сказал. Поэтому, если хотите мир больше и глубже, читайте новеллу. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.